Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие сырные лепешки. Лепешки получаются очень-очень сырные, рекомендуем, это безумно вкусно. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие лепешки с сыром. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня готовим очень вкусные сырные сливочные лепешки, которые сведут с ума любого. Для начала мы с вами поставим тесто. Тесто в приготовлении очень простое. Для этого нам потребуется 300 мл кефира, либо йогурта греческого. Можно взять вот такого достаточно густенького, посмотрите. Также нам потребуется 350-400 грамм. Здесь у меня уже просеянной муки, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды. Берем чашку, отправляем 300 мл йогурта. Сюда же отправляем пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем. И потихоньку начинаем вводить муку. Дальше венчик убираю. Работать буду ложкой. Еще часть муки вводим и ложкой продолжаем вымешивать тесто. У нас должно получиться очень мягкое, нежное, хорошее тесто. Когда уже сухие ингредиенты смешались с жидкими, тогда ложку убираем и далее вымешиваем руками. Итак, друзья, тесто я вымесила. Посмотрите, оно должно получиться вот такое нежное, липнущее к рукам. В итоге муки у меня ушло ровно 380 грамм. Все, не забиваем тесто мукой, чтобы лепешки наши получились нежными и вкусными. Пока тесто оставляем отдыхать. Чтобы оно не подсыхало, закроем его целлофановым пакетом либо пищевой пленкой. И пока в сторону займемся с вами начинкой. Итак, для начинки нам потребуется 600 грамм сыра. Любой сыр твердых сортов подойдет. И 60 грамм сливочного масла нам потребуется для того, чтобы уже готовые горячие лепешки обмазывать сливочным маслом. Сыр нам необходимо натереть на крупной терке. Вот такая сырная стружка у нас с вами получается. Таким образом полностью натираем кусок сыра. Итак, друзья, сыр я натерла. Ждем, когда пройдет время, хотя бы полные полчаса, чтобы отдохнуло тесто. Итак, друзья, тесто у нас отдохнуло. Вот такое нежное, мягкое тесто, липнущее к рукам. При необходимости будем подпылять не сильно мукой, чтобы не забить его мукой. И нам его необходимо разделить на 3 равные части. 3 лепешечки у нас с вами получится. Итак, друзья, на 3 равные части я разделила наше тесто, окунаю в муке и скатываю их в колобочек вот таким вот образом. Все неровности прячу вниз. Вот такой вот колобочек получился. Обязательно обмакиваю в муку. То же самое делаю с оставшимися кусочками теста. Итак, друзья, 3 колобочка у нас готовы. 2 пока в сторону, с одним будем работать. Надавливаем и раскатываем. Раскатываем не сильно тоненько. Ну, примерно толщина лепешки, чтобы у нас была 5 мм. Далее на лепешку укладываем 200 грамм сыра. Напомню, что здесь у нас в общей сложности 600 грамм. 1/3 часть нам необходимо уложить на нашу лепешку. Итак, я отмерила на весах 200 грамм сыра. Укладываем в центр. Чтобы сыр у нас не разлетался в разные стороны, я вот так его придавливаю. И просто собираю, защипляя нашу лепешку. Хорошенько защипляем в центре. Присыпаем мукой, но не забиваем, слегка вот так. Переворачиваем. И нам необходимо нашу лепешку слегка раскатать. При помощи скалки слегка раскатываем вот таким вот образом. Диаметр нашей лепешечки получается примерно 20-22 сантиметра. Дальше нам эту лепешку необходимо обжарить на сухой сковороде до аппетитно-золотистой корочки с 2 сторон. Стол припыляю мукой и лепешку нашу пока поставлю отдыхать. То же самое сейчас проделаю с оставшимися кусочками теста и с оставшимся сыром. А затем сразу 3 лепешки буду обжаривать. Чуть позже покажу, как мы этот процесс с вами будем делать. Все те же самые процедуры проделываю со 2 и 3 лепешечкой. Ну что, друзья, 3 красавца у меня готовы. Пойдемте к плите, покажу, как будем их обжаривать. Итак, друзья, сковороду устанавливаем на плиту. Зажигаем средний огонь. На сухую сковороду помещаем нашу красавицу лепешечку и обжариваем до золотистого цвета на среднем огне. Как только наша лепешка слегка снизу подсохла, смотрите, она легко начинает вот так крутиться на сковороде. Прокручиваем ее и ждем, когда обжарится до аппетитно-золотистой корочки. Итак, друзья, при помощи лопатки приподнимаем, смотрим. Зарумянилась.
аккуратно переворачиваем на обратную сторону. Посмотрите, какая красота и вкуснота. Вот до такого же зарумянивания обжариваем нашу лепешку с обратной стороны. Чтобы наше тесто уж наверняка точно пропеклось, я ненадолго закрою крышкой, чтобы образовался жар внутри сковороды и все это дело хорошенько пропеклось внутри. Но следите за конденсатом на крышке. Нельзя допустить того, чтобы конденсат начал капать на нашу лепешку. Итак, друзья, с обратной стороны у нас тоже все хорошенько обжарилось. Далее снимаем все это дело на сервировочную тарелку и обильно нашу лепешечку смазываем сливочным маслом. Вот прям как можно обильнее. А тем временем на сковороду отправляем следующую лепешечку. Точно так же поступаем с оставшимися двумя лепешечками. Чуть позже в итоге покажу, что у меня получилось. Ну что, друзья, вы только посмотрите, какая аппетитная вкуснятина у нас с вами получилась. Пока это все горячее, с пылу, с жару, мы все это сейчас вот так остреньким ножом разрежем. И я покажу, как это вкусно. Прям сразу 3 лепешки вот так прорезаю остреньким ножом. И вы только посмотрите, какая вкуснятина. Очень горячая. Сейчас я вам покажу. Сыра много, очень горячая лепешка, очень вкусная. Нам уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.